I'm sick and tired of being sick and tired of being sick and tired. And I'm owning this feeling. Do I though? Do I? Всем привет, это Meanwhile Anya The Stage, и я говорю по-русски сегодня в этом видео, потому что это второй выпуск нашей непостоянной рубрики Local Goods, в которой мы рассказываем про исполнителей, которые предпочитают петь на русском языке, или про исполнителей, которые просто территориально живут и работают в русскоговорящих странах. Предыдущий выпуск, который мы, кажется, делали еще весной, был посвящен замечательной группе Надя. Если вы его не видели, его можно найти, нажав на значок в углу видео, вот прямо тут, да? А этот выпуск мы решили посвятить питерской группе «Самое большое простое число». Группа существует давно, группа известная, группа пережила много этапов на своем творческом пути. Формат группы, состав группы, все менялось не один раз. Обобщая то, что делают СБПЧ, это в большей степени качественный IDM, электроника, легкий ambient, элементы инди-рока. У группы были моменты, когда они брались за гитары. Также стоит упомянуть, что нередко самому большому простому числу приписывают налет абстрактного хип-хопа, что в принципе по своей сути, структуре и манере исполнения очень даже доказано. У ребят совсем недавно вышел, если я не ошибаюсь, 8-й студийный альбом, который называется «Мы огромное животное, и мы вас всех съедим!» восклицательный знак. Классное название, супер, мне уже нравится. Нравится мне и обложка альбома, хотя я не очень разделяю выбор такого яркого зеленого цвета для шрифта. Мне нравится больше, например, как оформлен этот же самый шрифт или похожий шрифт в черном варианте. Ну, или вот обложка, как я понимаю, сингла «Собака», где этот зеленый шрифт смотрится более органично, но это все не очень важно, это все детали, главное, что все смотрится минималистично, модно, стильно, молодежно и так далее. Сам альбом со своими 12 треками в достаточно классической манере самого большого простого числа повествует о самых вечных темах человечества: любви, дружбе, жизни, одиночестве и так далее. И делает это все, хочу отметить, красочно и очень тонко. Альбом открывает трек «Там» своими бойкими хлопками, битами и задорной пляжной гитарой, или стоит лучше сказать гитаркой. Роковое, любимое всеми «Еще вчера все было нормально, сегодня ты взял и влюбился». Как мне кажется, рассказывает, если не про весь альбом или половину альбома, так точно про этот трек. Если прислушаться, за всеми этими радостными и счастливыми мелодиями есть то ли зловещее, то ли загадочно пугающее. Серьезно, включите трек на отметке 3 минуты 48 секунд и прочувствуйте весь момент, о котором я говорю. Там и такие треки, как, например, «Соскучился», предвещают какие-то сумасшедшие животные хороводы и пляски. Мелодия следующего трека «Вдвоем» скорее превращает этого животного, этого зверя, твоего друга. Если вы смотрели фильм «Там, где живут чудовища» Спайка Джонса, то вы должны понимать, что я имею в виду. Очень красивые, местами грустные гитарные рифы вместе с переливами женского вокала и маленькими сэмплами в треке «Сон», таким одновременно нарастающим и спокойным. Это один из треков самого большого простого числа, который хочется слушать даже, может, немного больше, немного чаще в инструментальном варианте, нежели в оригинале. Есть еще трек «Люба», который, как я понимаю, является одним из заглавных треков. На него есть прекрасный клип с очень красивым видеорядом, где играет ряд известных актрис. На мой взгляд, этой песне очень подходит прилагательное «забавное». Тут опять те же самые заигрывающие гитары и уже знакомый нам ударный бит. Разве что мы удивляемся появлению женского вокала на фоне снова, как и в предыдущем треке. А так инструментально почти все треки на альбоме очень легко и просто переливаются друг в друга. Везде будто использован чуть измененный бит.
С одной стороны, это придает некой целостности, с другой стороны, кто-то может посчитать это однообразным и скучным, особенно на таком треке, как «Люба», который идет почти 7 минут. В треке «Школа» мне, например, очень импонирует выбор музыкальных инструментов. Мне нравится музыка этого трека, мне нравится ее зимний тон. Я даже думаю, что такой выбор инструментов был сделан специально, потому что даже в словах есть некая зимняя тематика. Интересно смотреть, как в начале альбома пляжные гитары сделали нам лето, солнце и жару, а здесь синтезаторы и установки навевают холод и темноту. Это очень классная фишка. Песни «Соскучился» и «Красиво» звучат немного блекло на общем фоне, особенно учитывая, что они находятся между двумя достаточно сильными треками. Следующий, например, коллаборация с Надей — это «Слишком». Помимо удачной расстановки вокальных акцентов, использует этот диковинный и диковатый бит, сэмпл, опять что-то немного животное. В конце трека наступает какой-то хаос, мечта любой дикой вечеринки 80-х. У трека «Морфинг» тоже очень прикольный, качающий бит, не очень сильно отличающийся от тех, что мы слышали ранее в альбоме, но, безусловно, красиво сочетающийся со спокойным вокалом. На альбоме есть еще одна коллаборация, на этот раз с Женей Борзых, «Такси». Самых первых линий баса, вокала и повторяющегося, пронизывающего синтезатора, это либо напоминает доделанный B-side New Order, либо что-то отдаленно похожее на кино, наверное. Вообще звучит очень необычно для этого альбома, сильно выделяется из общего ряда, так что этот трек точно плюс. Дикие инструментальные эксперименты продолжаются на треке «Собака». Это либо творение одаренного дитя, либо микс андеграундных клубов западного Берлина будущего. Но, в общем, в инструментальном плане это пик экспериментальности на этом альбоме. Не думаю, что пик экспериментальности для самих СБПЧ, но на этом альбоме точно. Закрывает альбом то пассивно, спокойно, джазово приятное, то дестабилизирующее, электронно-режущее. Песня «Тайна», опять с прерывами женского вокала и мантрой вокалиста, и очень необычным инструментальным набором. Не перегоняет предыдущий трек по уровню экспериментальности, но точно заставит поморщиться хотя бы от непривычности. В целом, новый альбом группы «Самое большое простое число», «Мы огромное животное» и «Мы вас всех съедим» — это неплохой шаг в истории группы, это качественная отечественная музыка. Это местами напоминает лейбл «Снегири», местами такие британские группы, как Bombay Bicycle Club или Alt J, только если он их окунуть в чан электроники 80-х. А так этот альбом передает настроение и вызывает эмоции, а это одно из главных качеств музыки, так что ребята из СБПЧ молодцы. 5 ноября послушать альбом живьем, что мне кажется в случае с такой музыкой необходимо. Очень интересно, как это будут воспроизводить на сцене. Можно будет в «Известия Холл», а 10 ноября группа приедет в края поюжнее, в Краснодар, в Пепперс Бар. За остальными датами можно будет следить в группе ВКонтакте, а мы представляем вам подборку кадров, снятую нашим другом Фаритом на прошедшей 23 сентября презентации нового альбома в клубе «Космонавт». Не на всех таких не рассчитано, не на всех таких не рассчитано, не на всех, но нам с вами досталось. Скоро вернусь. Не слышно ни крики, ни выстрела. Это для нас идеальное место. Свои палатки выстрелим. Будем петь наши новые песни. Здесь мы сделаем мы две колонки. Супер динамики пчелы довольны. Супер луки. Нужны только звуки. На это прикинься свои колонки. Сестры, забудьте мир и лучше сможет быстрый смех.
все в комментариях, мы ждем ваших мнений по поводу группы и по поводу их новой студийной работы. Возможно, вам хочется, чтобы мы рассказали про другой интересный отечественный музыкальный коллектив. Напишите нам. К сожалению, мы не можем делать это настолько часто, потому что в мире музыки уходит, очень много разной музыки, плюс фестивали, плюс различные ивенты. Но мы учтем ваши пожелания и очень постараемся. Не болейте, влюбляйтесь, слушайте только качественную музыку. Всех любим, peace off.